girls like, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. Ну вот и настал день, когда и у нас в Сербии начала меняться погода. На самом деле я думал, это будет немного попозже, там, через месяц, может полтора. Надеялся, что успею уехать отсюда. Но, как я уже говорил ранее, мы собирались либо на Кипр, либо на Бали. Но Кипр мы сразу откинули, потому что зимой там будет очень холодно. Ну, не то, что очень, но прохладно. А Бали отвалился по той простой причине, потому что у меня есть кот, а с котом туда, как оказалось, нельзя. Ну, типа, можно привезти незаконно, давая взятки, там, что в районе от $1500, но желания у меня такого нет, если честно, давать эту взятку. Плюс потом его очень нужно будет вывезти оттуда, и это тоже нужно будет деньги платить. Поэтому этот вариант мы откинули. Ну, из вариантов у нас остается только Таиланд. Посмотрим. Может, все-таки туда получится хотя бы улететь зимовать. Так что как-то так. Вот и подошел к концу рабочий день, и тут я внезапно вспомнил, что нужно записать новый ролик. Дома сейчас я не могу записывать ролики, так как у меня Ольга работает, и еще плюс у меня в гостях мать. Поэтому буду записывать в офисе. И я думаю, никому не стоит объяснять, что если человек будет ответственно подходить к планированию своих задач и выполнять свои задачи качественно и вовремя, то такой человек будет цениться у работодателя. Ну и, соответственно, если вы не будете справляться со своими задачами, то, скорее всего, вы просто не соответствуете той позиции, на которую вы устроились. Это понятно и так, но вот как понять, чем вам предстоит заниматься на той или иной позиции? И чем вообще занимается на той или иной позиции? В чем разница? Вот именно это я и хочу сегодня вам рассказать. Как говорится, со своей колокольни. Абсолютно все, что я попытаюсь вам донести сегодня в ролике, является исключительно моим опытом. Плюс общая информация из различных источников, которая была отфильтрована и структурирована мной, для того, чтобы отсеять лишнее и было более понятно большему количеству людей. Также я спрашивал у своих коллег и знакомых разработчиков, чем занимается разработчик на том или ином уровне и в чем вообще разница. Так что, думаю, будет многим интересно. Ну а перед началом ролика я хотел бы напомнить, что меня зовут Максим Лихачев, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром ролика поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитию канала. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там в основном я публикую истории из повседневной жизни обычного разработчика. Ну а мы тем временем начинаем. Поехали! Ну и давайте начнем с самого младшего звена этой цепи, с джуниор-разработчика. Джуниор – это вчерашний студент, выпускник каких-либо курсов или просто человек, который самостоятельно отучился на ту или иную должность. Ну и, как правило, имеет некоммерческий опыт работы в виде своих собственных пэт-проектов. Это небольшие некоммерческие проекты, которые разработчики обычно реализуют для получения опыта либо изучения какой-либо технологии. Так вот, после трудоустройства за джуном обычно закрепляют наставника, который проводит ему онбординг по проекту. Расскажет, где что и как находится, что как работает, и будет постоянно ревьюить его код. В преимущественном большинстве случаев младшим разработчикам не дают большие и сложные задачи. Обычно это какой-то мелкий багфиксинг, верстка, доработка реализованного функционала или создание нового несложного функционала. Многие компании на самом деле не очень любят нанимать разработчиков на джуниорские позиции. И это, в принципе, легко объяснить. Объясняется это все тем, что обычно первые полгода такая фирма работает в минус, пока обучает его. За джуном нужно постоянно присматривать, ревьюить его код, как я уже говорил. Да и что тут говорить, чаще всего приходится искать ему специальные задачи, на которых он будет обучаться. Плюс, так как у младших разработчиков в большинстве случаев нет опыта работы в команде, то нередки случаи, когда человек, отработав какой-либо небольшой промежуток времени, просто увольняется. Плюс, так как у младших разработчиков, как правило, нет опыта работы в команде, то нередки случаи, когда человек отработал какой-либо небольшой промежуток времени и понимает, что это не для него, либо еще что-то не понравится, и он просто уволится, а на него уже были потрачены ресурсы. Именно поэтому компании ищут от мидла и выше, а джуниорские позиции рассматривают очень редко. Если вообще рассматривают на самом деле. Да и вообще, если в целом посмотреть на IT-рынок, то джуниорские позиции обычно есть только в очень крупных фирмах, которые могут себе позволить вырастить джуна под себя, под свой стек технологий, и чтобы он уже в дальнейшем работал именно у них. Следующей ступенью на карьерной лестнице в разработке является должность middle разработчика.
Мидлы – это люди уже с определенным опытом, который обычно составляет от 2 лет в разработке. Они прекрасно ориентируются в проекте, над которым работают, в выстроенных процессах и архитектуре. Самое главное отличие от джуна от мидла заключается в том, что мидл имеет структурированный, а не хаотичный набор знаний и уже может решать большие и порой даже сложные задачи. В отличие от джуна, мидлы могут грамотно декомпозировать большую задачу и правильно выставить эстимейты, что, естественно, приведет к тому, что все задачи будут выполнены вовремя. Занимаются мидлы обычно созданием нового функционала, причем не самого простого функционала. Сложным багфиксингом в тех местах, где по неопытности можно добавить новых багов, исправляя предыдущие. И также нередко они занимаются наставничеством для более младших коллег по должности. Также, естественно, стоит добавить, что помимо технических всяких процессов, мидлы еще принимают активное участие в спринт-планинге, например, и активно вносят свои предложения по архитектурным вопросам и вообще, в принципе, процессам разработки в целом. Так как мидлы уже имеют достаточное количество знаний, они могут и найти не совсем стандартный подход к решению той или иной задачи, что тоже, несомненно, является на самом деле плюсом. Ну и третья ступень – это Senior Developer. Это уже эксперт в своей области, который имеет огромный практический опыт в разработке, работе с популярными фреймворками и разработке и поддержке архитектуры в целом. Они без особых проблем могут исправлять любого рода ошибки и решать сложные задачи в проекте. Основной задачей сеньор-разработчиков является как раз решение этих самых сложных и долгих задач. Но еще довольно часто они берут на себя роль наставника для джунов и организовывают рабочие процессы взаимодействия участников команды. Также они занимаются еще распределением задач. Сеньоры являются по факту самыми высококвалифицированными разработчиками среди всех этих 3 уровней. И все более младшие коллеги стремятся стать именно сеньор-разработчиками. Ну и в заключении хочется сказать следующее. Вне зависимости от вашего уровня, вы должны понимать, что вы должны постоянно развиваться и актуализировать свои знания. Только благодаря развитию вы сможете расти как программист и, как следствие, получать более интересные и сложные задачи. Естественно, придется нести большую ответственность. Но и финансовое вознаграждение будет расти все больше и больше с вашим скиллом. Так что не пренебрегайте развитием и выделяйте дополнительное время на обучение после работы. Это будет для вас только плюсом. Причем огромным, поверьте. Ну а если ролик показался вам полезным, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня будет ваш лайк и подписка на канал. А если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете написать о них в комментариях. Также в описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал, подписавшись на который вы всегда сможете узнавать обо всех обновлениях быстрее, чем на YouTube. Ну и всегда сможете задать мне вопросы в личные сообщения. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.